Это Иван Жданов и новая сводка новостей войны и событий вокруг нее. Начался второй месяц боевых действий, сегодня 28 марта. Зеленский дал интервью российским журналистам. Украинские войска перешли в контратаку, а расследователи выяснили, что за Немцовым наблюдали те же ФСБшники, которые пытались убить Навального. Кроме того, мы, конечно, отдельно обсудим видео, на котором, предположительно, украинские солдаты пытают пленных. Тем временем под Изюмом сбит очередной российский самолет. Пишут, что это Су-35. Напомню, что Су-35 самый современный российский самолет. В Сумах сейчас идут активные передвижения войск. Украинские войска смогли перейти в контратаку. По информации ВСУ, здесь несет большие потери первая танковая армия России. Сообщают, что в военные гарнизоны Нижегородской области доставлено 600 тел погибших из 47-й танковой дивизии. Проверить эту информацию сложно, но мы знаем факты. Во-первых, Сумское направление стратегически очень важное. До Сум идет короткая дорога из Курска, а взяв город под контроль, можно наступать на Киев через Ровно и Прилуки. А также открывается дорога на Полтаву через Ахтырку. В последние недели шли упорные бои за Ахтырку и Лебедин, но теперь украинцы явно контратаковали. Сумы больше не в окружении, и вообще есть информация об отводе российских частей. Возможно, для переброски на другие участки фронта, но скорее всего для перегруппировки и пополнения. Также ранее писали о том, что командир первой танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности после огромных потерь. Конечно, все это нужно воспринимать с осторожностью. Но снова к фактам. Несмотря на то, что Сумы так близко к российской границе, за целый месяц боев их так и не смогли даже блокировать полностью. А теперь украинцы освободили Тростенец и некоторые другие населенные пункты в этом районе. Отмечу, что танковые российские войска несут огромные потери. Уже более 310 танков. Регулярно появляются вот такие видео с применением противотанкового комплекса «Стугна». Красава, сука, умничка. Хорош! Второй важный район боев – это, конечно, Мариуполь. Здесь продолжается осада и медленный захват города. Обе стороны сообщают об успехах. В частности, украинцы вчера писали, что отбили атаку и уничтожили 150 солдат, 2 танка, 7 БМП и 1 БТР. В остальном российские войска пока держат паузу и, вероятнее всего, концентрируют войска на одном или двух направлениях для атаки. А значит, затишье может продолжаться еще долго. Чтобы вывести первую танковую армию из Сум, пополнить ее и доставить, например, в район Северодонецка, понадобится как минимум 2 недели. Вчера распространились кадры с пленными российскими военнослужащими, которым украинские солдаты простреливают ноги. Мы не можем показать вам видео все полностью, поскольку ролик сверхжестокий, но вот несколько кадров из него. Непонятно ни место, ни время происходящего. Вечером главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный назвал ролик постановочным. И якобы распространяется он с целью дискредитации украинских сил обороны. Честно говоря, у нас нет уверенности, что ролик постановочный. Уж очень он реалистично выглядит. Да и не стоит испытывать иллюзий. Это обычная жестокость войны. И чем дольше это будет происходить, тем чаще будут появляться такие видео. Хорошо, что не в голову вообще стреляли. Украинская сторона заявила, что такие действия являются военным преступлением и будет проведена проверка достоверности видео. Глава СК России Бастрыкин также поручил провести проверку, но он постоянно поручает проводить что-нибудь такое. Очевидно одно. Такие ролики вредят имиджу украинских войск. За Украиной сейчас стоит весь мир, поскольку на стороне Украины сейчас правда. Офис президента Украины многократно высказывался, что с пленными нужно относиться гуманно
и виновные в военных преступлениях будут наказаны. Bellingcat совместно с инсайдером и BBC выяснили, что за Борисом Немцовым следил тот же ФСБшник, который позже участвовал в отравлении Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Карамурзу. Это был сотрудник управления по защите конституционного строя ФСБ Валерий Сухарев. Вместе с ним Немцова преследовали Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков. Они действовали ровно по той же схеме, что и затем с Навальным. Заранее приезжали в город, который посещал Немцов, и уезжали сразу вслед за ним или даже чуть раньше. Расследователи выяснили, что ФСБшники ездили за Немцовым не менее 13 раз, а последняя поездка состоялась 16-17 февраля 2015 года. 21 февраля киллеры уже не поехали за политиком в Ярославль, а 27 февраля Немцова убили в Москве. Раньше я слышал много разговоров о том, кто же все же убил Немцова. И, признаюсь, у меня были некоторые сомнения в том, что это было сделано прямо по приказу Путина. Думал, что может это личная инициатива Кадырова, как бы подарок Путину. Теперь нет никаких сомнений. Инициатива исходила от Путина лично. Возможно, просто Кадыров оказался более исполнительным, чем ФСБшники. Тем временем ФСБ ограбили склад швейцарских часов в Москве. Об этом написал Bloomberg. ФСБшники забрали часы марки Адемар Пиге на миллионы долларов, которые хранились на складах фирмы. Конечно же, нашлись какие-то таможенные нарушения, но швейцарский МИД заявил, что это просто ответ на санкции. Действительно, ранее Швейцария заморозила российские активы более чем на 6 миллиардов долларов. Но какие же наивные швейцарцы. И как же они плохо знают российских ФСБшников. Часть работы ФСБшников заключается просто в рэкете, отъеме бизнеса, просто грабежах. Они просто воспользовались ситуацией и решили стырить дорогие часики. Кстати, часы марки Адемар Пиге упоминались в расследованиях ФБК. Их носит, например, новосибирский депутат-единорос Евгений Яковенко, который прошел Афганистан. Интересно, как он сейчас относится к войне и оказывает ли финансовую помощь семьям погибших? Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Роскомнадзор пытался запретить его заранее, еще до публикации, устроил настоящую истерику. Некоторые проблемы со связью, видимо, возникли и у Дмитрия Муратова. Он не смог подключиться. Но, тем не менее, интервью состоялось. Сейчас вы можете прочитать интервью на «Медузе» или посмотреть видео на канале Катрикадзе и Дедко. Мы же покажем вам один важный фрагмент о том, как Зеленский видит выход из ситуации, победу Украины. Как бы вы сейчас сформулировали военную цель Украины? Как вы себе представляете, если вы себе ее представляете, военную победу? Да, уменьшить количество жертв максимально, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории, а это все, что было до 24 числа, до нападения, пускай вернутся туда. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведет к Третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю, это компромисс, да, компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Интервью получилось довольно содержательным. Зеленский рассказал и о переговорах, и о статусе русского языка. Очень много говорил о референдуме, о том, что вот все эти требования России о статусе языка, о безблоковом статусе, безъядерном статусе должны приниматься народом, и процедуры по закреплению всех этих вещей будут проходить больше года. И во время войны, пока российские войска оккупируют Украину, добиться подписания таких документов невозможно. И еще одна короткая новость. Сегодня ночью вручали премию «Оскар», во время которой прошла минута молчания в поддержку Украины. И это лишний раз подтверждает, что Украина сейчас поддерживает весь мир и требует остановить Путина. Это наша задача – остановить Путина. Каждый из нас отвечает за это и должен что-то сделать. Мы продолжим рассказывать вам о войне и всех важных событиях, которые происходят в мире. Помогите нам достучаться до тех, кто еще не знает правду. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на наш канал, а также не пропустите наш вечерний эфир в 19 часов.
А в конце я хотел бы показать вам кадры из Мариуполя. Давайте не забывать, что такое война и к чему она приводит. Пытки, убийства, сожженные города. Все это нужно немедленно остановить. И президент Зеленский, судя по интервью, готов это сделать прямо сейчас. Война продолжается только по воле Путина.